Всем привет! Меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео я покажу вам, как связать вот такое вот дно. Использовать я буду для вязания именно этого дна канат 6 миллиметров и джут. Честно говоря, не знаю, по-моему, тут 2 миллиметра. Это мои остатки и вроде как это МК от пряжи Центр. Теперь смотрите, данное дно вяжется очень-очень просто. Связать вы можете таким образом дно любого размера. Длина вашего дна, да, будет зависеть от набора цепочки из воздушных петель. То есть в этом видео я наберу одно количество, да, воздушных петель. Вы можете набрать свое количество, это может быть больше или меньше. То есть если вы наберете меньше, то ваше дно сократится примерно, да, вот настолько. И получается, чем шире вы хотите дно, соответственно, тем больше рядов вы вяжете. Это видео я сняла для того, чтобы потом впоследствии не удлинять свои мастер-классы, потому что на основе этого дна чуть позже я сниму несколько мастер-классов, и мы с вами свяжем несколько сумок вот таким вот образом, обвязывая канат. Канат может быть разный, то есть это может быть канат 8 миллиметров, 6 миллиметров, там есть разные размеры, да, каната, все это зависит от вас, от вашей фантазии, то есть чем больше канат, соответственно, тем больше, тем выше наши столбики, тем выше наш ряд. Вот этот вот материал, смотрите, которым мы с вами будем обвязывать наш канат, может быть также абсолютно любой. Это может быть шнур полиэфирный, да, то есть там разные размеры бывают, 2 миллиметра, 3 миллиметра, 4, 5 и так далее. То есть здесь может быть любой материал. Также это может быть и рафия, то есть все, что придет к вам в голову, да, все, на что хватит вашей фантазии, можно использовать в вязании вот такого дна. Для вязания именно этого дна я буду использовать крючок номер 4. Ну а вы подбираете уже размер крючка под свой материал. Немного про свои будущие видео. Они будут также из разных материалов, поэтому все, что нужно, я объясню вам в тех видео, то есть сколько набрать цепочку из воздушных петель, сколько рядов провязать и так далее. Поэтому сейчас смотрим, как вяжется это дно, запоминаем, где-нибудь себе сохраняем, да, и ждем новых мастер-классов по вязанию сумок с использованием вот такого вот дна и вот такого вот формата, да, так скажем, обвязки каната. Вот так вот наше дно будет выглядеть. И вот как оно выглядит с изнаночной стороны. Теперь пошли вязать. Итак, для начала нам нужно с вами оставить хвостик примерно сантиметров 80 для декорирования нашего дна, то есть закрывания дырочек. Сейчас дальше вы поймете для чего. Итак, оставили хвостик, и теперь вот эту вот часть хвостика мы подкладываем под рабочую нить вот таким вот образом. Вставляем крючок в образовавшуюся петлю и провязываем первую петельку. Сильно ее не затягивайте, ее мы тоже будем считать. И теперь нам нужно с вами набрать 18 воздушных петель. Первая уже есть, далее вторая, третья, 17 и последняя 18 петелька. Вот что у нас с вами должно получиться. Далее берем наш канат и прикладываем вот таким вот образом, то есть чтобы наша рабочая нить оказалась под канатом. И провязываем петельку. Вот так. Далее, смотрите, вот в эту, во вторую петлю мы провязываем 3 столбика. Первый. В эту же петлю мы провязываем второй столбик. Обязательно смотрите, чтобы у вас здесь канат не распустился. В самом начале это самое трудное. И третий столбик. Вот что у нас с вами получилось. Далее по прямой мы с вами провязываем 15 столбиков. В каждую петельку по одному столбику. Раз. Следующая воздушная петля. 2. Следующая петля. 3. И последний 15 столбик по прямой. Вот что у нас с вами получилось. Далее вот здесь вот до конца ряда у нас осталось 2 воздушные петельки. Вот в эту предпоследнюю мы с вами провязываем 3 столбика, так же как в самом начале. Раз, два,
3. Формируем поворот, да? Теперь последняя дырочка, последняя воздушная петля. Сюда мы провязываем еще 3 столбика. Раз, два и последний, третий столбик. Вот что у нас с вами получилось. Хвостик можно немножко подтянуть. И дальше, смотрите, обязательно уберите его в сторону, не ввяжите его случайно. И вот здесь вот у нас открылась, видите, вот эта вот предпоследняя дырочка, в которую мы с вами тоже провязали 3 столбика. В нее мы с вами также провязываем 3 столбика. Раз, два и 3. Таким образом мы с вами завершили поворот. Вот что у нас получилось. Дальше по прямой одинарные столбики. Раз, следующая петелька, 2, следующая и последний столбик по прямой, 15. Далее вот здесь вот у нас осталась последняя дырочка, в нее мы провязываем 3 столбика поворота. Раз, два, три. Теперь вот смотрите, вот здесь, вот ее видно, у нас осталась последняя воздушная петля, то есть та, которую мы пропустили, когда вязали первые 3 столбика. Вот в эту петлю нам нужно с вами провязать, она очень тугая, будьте осторожны, еще последние 3 столбика. Раз, два, и 3. Все это дело хорошенько поправляем. Сейчас крючок уберу. И вот что у нас с вами получилось. 3 столбика в начале, 3 столбика в конце и 3 столбика посередине. Точно так же, как и с этой стороны. Теперь вот видите, вот здесь вот, если мы подтянем, у нас видно наши дырочки. Вот для чего мы с вами оставили вот этот вот хвостик. Берем крючок, вставляем его в самую-самую первую дырочку, которая у нас есть. Захватываем наш хвостик и вытягиваем. Я эту дырочку в самом начале сильно затянула, поэтому теперь мне очень сложно вытянуть петельку. Итак, первая петля есть, далее следующая дырочка. Вытянули у нас 2 петли на крючке и протягиваем теперь вторую через предыдущую. Следующая дырочка. Протянули. Следующая. Протянули. Таким образом, доходим с вами до конца ряда. Старайтесь вот эти вот соединительные столбики делать одного размера, чтобы наше полотно было красивым. Подошли к концу ряда, провязали последнюю петлю между вот этими 3 столбиками с одной стороны и с другой. И последнюю петлю мы вывязываем вот отсюда, вот из этой последней нашей соединительной петельки, из которой мы вывязали с вами последние 3 столбика. Вот так. Вытягиваем наш хвостик на лицевую сторону. Далее с обратной стороны мы вставляем крючок туда же, откуда мы вытянули вот этот вот наш хвостик. Захватываем его и вытягиваем теперь его уже наизнанку. И хорошенько это все дело подтягиваем. Вот что у нас получилось. Теперь все наши дырочки спрятаны и ничего не видно. Дальше, чтобы потом не мучиться, не вставлять вот в эти петельки, не прятать хвостик, мы его с вами сейчас сразу же вяжем в вязание, так же, как и канат. Теперь переходим к вязанию второго ряда. Вот здесь вот у нас идут 3 столбика первой прибавки. И вот здесь вот у нас самая первая вершина, это первый столбик нашей вот этой тройной прибавки. В него мы с вами провязываем 2 столбика. Раз, и в эту же петельку 2. Вот так вот. Теперь берем маркер и отмечаем начало ряда, чтобы потом впоследствии не запутаться. Далее мы с вами провязываем одинарные столбики до первой вот этой вот нашей прибавки.
Под вершину вставляем крючок и провязываем первый столбик, следующая вершина, второй столбик и так далее. Вот она, видите, вершина. Вытянули, провязали. Следующая вершина и провязали. Вот что у нас с вами получается. Таким образом вяжем сами до конца. Итак, я подошла к своей первой прибавке. Здесь идет у меня 3 столбика. 2 из них я провязываю одинарные. Раз и 2. А в третий столбик своей прибавки я провязываю 2 столбика в одну петельку. Раз и в эту же петлю провязываю 2. Вот так. Получается, сделала первую прибавку. Далее у нас идут 3 столбика второй прибавки предыдущего ряда. И в каждый из них мы провязываем по 2 столбика. Первая вершина. Провязываем 2 столбика в одну вершину. Далее вторая вершина. 2 столбика в одну вершину. И третья вершина. Опять 2 столбика в одну вершину. Раз. 2. Вот что у нас с вами получается. Далее у нас идет третья прибавка предыдущего ряда, которая тоже состоит из 3 столбиков. В первый из 3 мы провязываем 2 столбика в одну петлю. Раз. 2. Таким образом, у нас с вами получилось 5 прибавок вот здесь вот в закруглении. Дальше оставшиеся 2 столбика прибавки предыдущего ряда мы провязываем также по прямой в каждую петельку по одному столбику. То есть повторяем в зеркале то, что делали вот здесь. 2. Дальше по прямой до следующей прибавки вяжем без изменений в каждую вершину по одному столбику. Итак, вот мы с вами подошли к нашей первой прибавке. Первые 2 столбика от нее мы провязываем одинарными. Раз, 2. И в последний столбик этой прибавки мы провязываем прибавку. Раз. И в эту же вершину мы провязываем второй столбик. Далее у нас осталось 3 столбика центральной прибавки нашей предыдущего ряда. Сюда мы вяжем 3 прибавки по 2 столбика. Раз. Сюда же вяжем второй. Первая прибавка, следующий столбик, следующая вершина. Раз. И сюда же 2. И последняя вершина. Вяжем тоже 2 столбика. И вот что у нас с вами получилось. Раз, два, три, 4 прибавки в конце. И первую прибавку мы сделали вот здесь вот в самом начале ряда. Теперь переходим к вязанию третьего ряда. И вот здесь вот я маркер уже убрала. Ряд у нас начинается с последней прибавки, да, вот этого поворота. И в каждом ряду мы с вами будем добавлять по 5 столбиков с каждой стороны. 5 с этой и 5 вот с этой стороны. Теперь смотрите, первую вершину. Видите, у нас тут 2 столбика прибавки. В первый столбик мы провязываем 1 столбик. Сразу отмечаем его маркером, чтобы не запутаться. И далее у нас идет второй столбик прибавки. В него мы провязываем прибавку. Раз. И в эту же вершину 2. То есть получается точно так же, как и в любом овале или круге, вот здесь вот в промежутке между прибавками у нас добавляется по одному столбику в каждом ряду. Далее мы с вами провязываем по одному столбику в каждую вершину. Вяжите как можно туже, чтобы все наши петельки, чтобы все наши вершины были одинаковые. Итак, я подошла к своей первой прибавке по кругу. В первый столбик прибавки я провязала одинарный столбик. И вот сюда, во второй столбик, я провязываю первую прибавку этого поворота. Первый столбик. И в эту же вершину второй столбик.
Далее у нас идет следующая прибавка. В первый столбик мы провязываем одиночный столбик, а во второй столбик прибавки предыдущего ряда мы провязываем новую прибавку. Раз, два. И то же самое мы с вами повторяем с каждой прибавкой нашего поворота. То есть, как и в любом обычном стандартном овале, круге и так далее, между прибавками в каждом новом ряду у нас появляется по одному столбику. Далее у нас идет прибавка. То есть, смотрите, в этом ряду мы с вами провязываем один столбик между прибавками. В следующем ряду у нас уже с вами будет 2 столбика между прибавками. Так, у меня осталась последняя прибавка этого поворота. Я провязываю один столбик и прибавку. Раз. И в эту же петлю 2. Вот что у меня получилось. Вот так вот. Далее по прямой до следующей прибавки я вяжу одинарные столбики. Итак, я подошла к следующей прибавке. Первый столбик прибавки предыдущего ряда я провязываю один столбик. Далее во второй столбик этой же прибавки предыдущего ряда я провязываю прибавку. То есть 2 столбика в одну вершину. Снова следующая прибавка. Один столбик. В следующую вершину провязываю прибавку. Раз, два. То есть все, что мы делали вот с этой стороны, противоположно, в зеркальном порядке повторяем и с этой. Два. Далее один столбик. И последняя прибавка. Вот что у нас с вами получилось. Ряд готов. Далее мы с вами переходим к вязанию третьего ряда. И начинаем мы его с 2 столбиков, которые у нас будут идти между прибавками. Раз и 2. Далее у нас идет прибавка. Раз. И в эту же петельку мы провязываем второй столбик прибавки. Вот что у нас получается. Не забываем отмечать маркером начало ряда, чтобы не запутаться потом. Дальше по прямой до следующей прибавки мы вяжем одинарные столбики. И вот у меня идет прибавка, самая первая. И нам нужно провязать 2 столбика. Раз и 2. И вот здесь вот во второй столбик нашей прибавки мы провязываем прибавку. Раз, 2. Далее мы снова вяжем 2 столбика одинарных. Раз, следующую петельку, 2. А далее снова прибавка. Раз. И в эту же петельку 2. Далее у нас идет снова 2 столбика между прибавками одинарных. Раз. И в следующую петельку 2. А далее еще одна прибавка. Раз. И в эту же петельку провязываем 2. Далее снова у нас идет 2 столбика одинарных. Раз. 2. И снова идет прибавка. Раз. 2. Снова у нас последняя идет прибавка. Последние 2 столбика между прибавками. 2. И вот она, последняя прибавка этого поворота. Раз. И в эту же петельку 2. Вот что у нас с вами получается. Далее мы провязываем по прямой одинарные столбики, доходим до следующего поворота. Вот здесь вот провязываем прибавку
над прибавкой предыдущего ряда. Далее у нас идут 1, 2 столбика между прибавками, дальше идет новая прибавка, потом снова 2 столбика между прибавками и так до конца ряда. Думаю, здесь ничего такого сложного нету. В принципе, я вам уже столько рядов показала, и мы просто вот с этой стороны повторяем то, что делали вот с этой стороны. И не забываем с вами отмечать конец ряда. Теперь я довяжу этот ряд до конца, потом провяжу еще один ряд. Думаю, с этим вы справитесь уже самостоятельно и покажу вам, что получилось. Ну вот я провязала еще один ряд дополнительно без вас, самостоятельно. И вот что у меня получилось. Давайте по размерам сейчас. Наборная цепочка была в длину у меня 15 сантиметров. Вот так. Дальше дно у меня получилось 27 сантиметров на 14. Провязали мы с вами в общей сложности 1, 2, 3, 4 ряда. Вот это вот самое первое, то, что у нас идет обвязка, я не считаю. Получается, после вот этой вот штучки, да, после нашего начала, 1, 2, 3 и 4 ряда. Дальше, получается, если мы продолжим вязать 5-й ряд, у нас вот здесь вот между прибавками уже получится по 4 столбика. В 6-м ряду у нас вот здесь между прибавками будет 5 столбиков и так далее. То есть стандартный круг, стандартный овал. В каждом новом ряду между прибавками мы добавляем по 1 столбику. Вот, в общем-то, и все. Вот так просто вяжется наше дно. Если у вас остались какие-либо вопросы, то можете без проблем задавать их в комментариях. Я всем отвечу, всем помогу. Ну а пока поставьте лайк, если видео было полезным. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить других полезных видео. Всем до новых встреч. Пока-пока.